Всем привет! У меня было видео по поводу предварительной обрезки. И просили, чтобы показал финишную обрезку. Если честно, после этой предварительной обрезки на большинстве кустах уже, наверное, это и финальная оказалась обрезка. Там, где более-менее классическая обрезка, у меня есть видео на канале. В описании под видео есть ссылка на плейлист, там несколько видео, поэтому можете посмотреть. А это уже такая нестандартная будет обрезка, так сказать. Но она уже по сути проведена, я просто объясню, как это будет выглядеть. Вот смотрите, это у меня дубовский розовый. Лоза, я боялся, что жирующая. Нет, нормальная. Сердцевинка нормальная. Но уже приближалась к жированию, конечно. Я это буду делать так. Я оставлю, наверное, как и было. Единственное, в следующем году я просто вот так вот поподвязываю. Вот, что получилось, то и получилось. Эту подвяжу, и потом буду нормировать выломкой. Вот эту подвяжу, и вот такое у меня все по горизонтику. По сути, это как кордон получится, но я кордоны не очень люблю, потому что первые там 2-3 почки, они, как правило, не всегда плодоносные, поэтому рисковать не хочу. Это такая временная мера этого, точнее, следующего года. Я надеюсь, в следующем году я все-таки переформирую и сделаю как положено. Ну, вот примерно вот так вот это будет выглядеть. И потом выломкой я это все пронормирую. Лишнее, что будет. Потому что если я его не догружу, сейчас вот обрежу и не дай бог опять он не нагрузится, ну, конкретное жирование будет. Этот я уложу горизонтально. Это единственный, который у меня, ну как, уложу. Я его подвяжу. Не буду сейчас показывать, подвяжу к нижней всей проволоке. И вот рядом еще один куст. Это преображение. Молоденький кустик, значит, у него тоже проблема. Вот такие вот ошметочки у него. Ну, в общем, тоже вот этот, получается, я пущу навстречу дубовскому. Вот так вот. Ну, он, в принципе, они крест-накрест пойдут. Они крест-накрест пойдут. Этот будет на этой зоне плодоношения, этот на этой. Так уже показывать не буду. Одному неудобно снимать. Операторов у меня сегодня вообще нет. И вот в эту сторону тоже получается типа кордончик получится. Рожки такие остались. Ну, тут уже длиннее не получилось. Вот так вот уложу. И вот эти, в общем, уложу, как дублирующая лоза получится. И все потом буду нормировать уже в процессе роста в следующем году. Буду выламывать. Поэтому как-то так. Так что финальной обрезки именно вот на этих кустах не будет. А на нормальных, в принципе, ссылочку, я вам сказал, где видео, можете посмотреть. Повторяться, ну, нет смысла, наверное. Ну вот, единственная надежда ранее. Тут, в принципе, вот красиво так все сформировалось. Молоденький кустик, вызрело неплохо. И вот здесь получается, вот как раз у меня будет, в идеале было бы сформировать из этого рукав и из этого. Ну вот сделаю здесь дублирующую лозу, уложу горизонтально. В общем, обрезать больше не буду, оставлю как есть. И сформирую вот эту сторону, вот это полностью сюда пойдет. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Ну, в общем, так у меня сформировалось примерно. Раз будет на одну сторону и на вторую. И вот эту я сейчас не трогал. Я ее, скорее всего, попытаюсь. Вот серединка немножко пустая. Я попытаюсь ее потом в следующем году выгнуть, чтобы заполнить ее. Просто сейчас гнуть не хочу, боюсь ее сломать. Поэтому, ну вот, возьму это все немножко пониже сделаю и вот петлю выгну. Такая тоже временная мера, чтобы место не пустовало. Ну вот как-то так. Вот на каталонии я уже часть пригнул. И вот вторую часть тоже покажу. Видите, такие тупо рожки остались. Поэтому, ну, вот эта формировка больше на кордон теперь похожа. Поэтому в следующем году вот попытаюсь с этих рожков что-то получить. Но не факт, что они будут плодоносными. Вот эту согну. Вот эту согну. В общем, вот так вот как-то нафуфлю немножечко. И потом буду нормировать уже обломкой. И вот эту пущу сюда. Это самая такая более-менее вызревшая из всех. Здесь рядом молодой кустик, он пока еще не будет много места занимать, поэтому одолжу у него немножко пространства вот для этого куста, для соседнего. Все, народ. Тоже, надеюсь, больше ответил на вопросы, поэтому если что-то недоответил, задавайте, спрашивайте, пишите комментарии.
Кто не подписан, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы приходило уведомление о новых видео. Все, всем удачи, пока.